В мире животных существует множество мифов, предвзятостей и стереотипов, касающихся их поведения и взаимоотношений друг с другом. Одними из самых животрепещущих тем являются кошки и собаки. Два представителя фауны, которые традиционно воспринимаются как абсолютные противоположности. Многие считают, что различия в темпераменте, породных характеристиках и генетических особенностях между ними столь колоссальны, что они попросту не могут найти общий язык. Эта удручающая формулировка ставит под сомнение возможность существования дружбы между ними. Однако история, которую мы хотим вам рассказать, решительно опровергает эти предвзятые идеи. История начинается с девушки по имени Кэролайн. Она с детства была настоящей поклонницей собак и с радостью делила свою жизнь с этими добрыми созданиями. Ее дом всегда был полон жизни, веселья и активного общения с питомцами, которые неизменно приносили ей радость и счастье. У нее было несколько великолепных собак, каждая из которых обладала своими уникальными чертами характера. Эти пушистики стали настоящей частью ее семьи. С годами Кэролайн заметила, как ее интерес к кошкам начал расти. Она жадно изучала информацию о этих загадочных и независимых существах, очаровываясь их грацией и таинственностью. Однако, несмотря на свое стремление, повседневные заботы и рутина сделали невозможным заведение кота. Вместе с мужем Кэролайн вела активный образ жизни, обожая путешествовать по миру и занимаясь экстремальными видами спорта, такими как альпинизм, серфинг и путешествия по живописным местам. Пара понимала, что кошки испытывают стресс, если их оставлять на длительный срок одних. Эти независимые существа не так легко переносят одиночество, как их собачьи сородичи. Собаки, как правило, более приспособленные к новым условиям и быстрее адаптируются к приключениям. Кэролайн и ее муж были разочарованы тем, что не могли предоставлять коту ту активную и динамичную жизнь, которую сами ценили и любили. Несмотря на все препятствия, Кэролайн и ее муж продолжали искать идеального кота, который мог бы стать активным участником их удивительных приключений. Они искали игривого и социального питомца, который бы разделил с ними радость путешествий и стал бы настоящим другом для их собак. Прошло несколько месяцев, прежде чем удача вдруг улыбнулась Кэролайн. Они обнаружили рыжего кота по имени Марлин. Этот зверек привел их в настоящий восторг. Когда Кэролайн и ее муж привели Марлина в свой дом, их радость была безмерна. Они тут же познакомили его с остальными членами стаи. У пары уже было 3 взрослых собаки, каждая из которых обладала своей харизмой и энергией. Каково же было их удивление, когда Марлин, привыкший к дружбе с собаками, быстро адаптировался к своей новой жизни и стал вести себя точно так же, как его четвероногие братья. С каждым днем жизнь с Марлином становилась все ярче. Этот кот не просто спас от одиночества, он стал искренним другом для собак. С момента появления в семье он научился плавать, как настоящая собака, выпрыгивая с радостным визгом в воду и с азартом бегая за мячиком, словно он действительно был одним из них. Каждое утро Кэролайн наблюдала за тем, как Марлин скакал взад и вперед вместе с собаками, в то время как солнце пробивалось сквозь облака, создавая волшебное утреннее свечение. Он не только научился охотиться на мячики и другие игрушки, но и научился спать, уютно свернувшись на диване с остальными питомцами, с удовольствием деля с ними тепло и спокойствие. Каждое их новое приключение начиналось с радостного трепета. Когда Кэролайн и ее муж готовились отправиться в поездку, Марлин становился частью процесса с самого начала. Он пристраивался рядом с чемоданами, внимательно следя за тем, как свои вещи собирают люди, и искренне переживая, что может остаться дома. И каждый раз, когда они садились в машину, он запрыгивал в нее первым, с нетерпением ожидая, когда же они отправятся в новое увлекательное путешествие.
Он даже стал проявлять свои таланты в ряде занятий, которые обычно ассоциируются с собаками. Например, он не только радостно бегал за мячом, но и умудрялся вырыть яму в саду, как это делают его собачьи друзья. И каждый раз, когда Кэролайн удивленно смотрела на него, он, казалось, с улыбкой отвечал ей своим игривым взором. «Почему это никому не приходит в голову? Я же просто следую примеру своих друзей». Его поведение раньше всего вызывало смех и удивление у мужей, и постепенно Марлин стал настоящим символом необычной дружбы и гармонии между соревнующимися видами. Это наблюдение заставляло Кэролайн в очередной раз задуматься о том, как важны такие нежные связи в жизни. Несмотря на все предвзятости и традиционные взгляды, этот кот стал настоящим примером того, что искренняя дружба не знает преград и ограничений. Каждый раз, когда Кэролайн отправлялась в новые приключения, Марлин был не просто спутником, а неотъемлемой частью ее вдохновляющего пути. Он приносил в их дом радость и ощущение единства. Они могли путешествовать по самым удаленным уголкам мира, но благодаря Марлину каждый момент был неповторимым и наполненным смыслом. Постепенно их дружба окрепла, и они стали не просто сосуществовать, но и развивать крепкие связи. Каждый из них научился чему-то у других. Собаки стали более спокойными и терпеливыми. Марлин, в свою очередь, научился быть верным другом. Эта история показывает, что любые предвзятые мнения о различиях могут быть опровергнуты реальными примерами того, как дружба может пересекать границы и скреплять даже самые далекие миры. Таким образом, Марлин стал не просто котом, а настоящим послом дружбы, который разрушил барьеры, установленные в обществе между собаками и кошками. Он воплощал в себе идею о том, что дружба между представителями разных видов может быть столь же крепкой и искренней, как между людьми. Эта чудесная история о Марлине и его четвероногих друзьях несомненно вдохновит всех, кто считает, что различия между нами могут быть источником силы, а не разрыва. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход нового интересного материала. Каждое новое приключение и каждая история о дружбе — это возможность взглянуть на мир глазами другого существа и научиться чему-то новому. Жизнь полна сюрпризов. И порой именно в самых неожиданных местах мы находим настоящую гармонию и радость.